Привет! Я сегодня к вам со сладостями и вкусностями. Покажу не просто несколько вариантов приготовления домашних конфет, а часть из них будет полезными аналогами всем известных сладостей, например, сникерса или конфет-трюфель. В идеале домашние конфеты глазировать нужно в шоколаде, приготовленном из тертого какао и какао-масла. Но так как часто вижу недоумевающие комментарии, где же найти эти ингредиенты, то в качестве глазури буду использовать покупной шоколад с высоким содержанием какао-продуктов. Но начну я с батончика сникерс. Попробую в домашних условиях приготовить сникерс, который будет похож на покупной по виду, а главное по вкусу. Подготовительный этап. Из фиников удаляю косточки и заливаю кипятком минимум на полчаса. Также на 30-40 минут заливаю водой кешью и фундук. Вместо фундука можно взять миндаль. Из фиников буду делать карамель. Они достаточно набухли, воду с них сливаю и аккуратно снимаю кожицу. Так карамель получится более гладкая по текстуре и однородная. Полностью очищенные финики перекладываю в измельчитель. Вливаю молоко и довожу до однородного состояния. Перекладываю финиковую смесь в сотейник с толстым дном и на очень медленном огне карамель провариваю, постоянно помешивая. Процесс этот занимает примерно 4-5 минут. За это время карамель потемнеет и немного загустеет. На сухой сковороде постоянно помешиваю, слегка обжариваю арахис и выкладываю его вместе с щепоткой соли к финиковой карамели. Один слой начинки сникерса у меня готов. Для второго слоя также на сухой сковороде подсушиваю фундук ровно до того момента, пока кожица с него не будет легко счищаться руками. Очищенный фундук отправляю в измельчитель. Туда же кладу орехи кешью. Вливаю растопленное кокосовое масло. Можно взять сливочное. Измельчаю орехи до очень-очень мелкой крупки. Второй слой начинки также готов. Пищевой пленкой застилаю подходящую форму и первым выкладываю слой из орехов. Хорошенько его разравниваю и уплотняю. Дальше карамельно-арахисовый слой. Также его разравниваю. Заготовку для батончиков сверху закрываю пищевой пленкой и убираю в морозилку минимум на час, чтобы она быстрее застыла. Застывшую заготовку острым ножом делю на 4 части. Для глазури в горячее молоко бросаю кусочки шоколада. Вымешиваю глазурь до того момента, пока шоколад полностью не растворится и глазурь не станет однородной. При помощи силиконовой кисточки каждый батончик со всех сторон тщательно промазываю шоколадной глазурью. Чтобы поверхность батончика была более гладкой, можно прогладить ее обратной стороной ложки или ножом. Убираю батончики в холодильник минимум на час или на полчаса в морозилку. Ну что ж, посмотрим, что у меня получилось. Внешний домашний батончик, конечно, не идеален, но внутри очень похож на магазинного собрата, а на вкус, скажу я вам, в разы превосходит покупной аналог. Очень яркий аромат арахиса и нежнейшая карамель, и нет этой ужасной приторной сладости. Однозначно буду готовить еще не раз. Следующие конфеты просто невероятно просты в своем исполнении. Для них финики я помыла и обсушила. Теперь удаляю косточки. Можно финик просто разрезать и косточку вынуть, а можно выдавить косточку при помощи трубочки для коктейлей. Итак, все финики я очистила, теперь внутрь каждого буду класть миндаль. Чистить миндаль от кожицы совсем не обязательно, но я это сделала, предварительно замочив его минут на 15 в кипятке. Теперь все финики у меня с начинкой. Осталось каждый из них обмакнуть в шоколадную глазурь. Для глазури я просто растопила горький шоколад. Сделать это можно на водяной бане или в микроволновке. Покрытые шоколадом финики выкладываю на доску с бумагой для выпечки и убираю в холодильник минимум на час. Все очень просто, но при этом красиво. Смотрите, какие они нарядные в разрезе, и очень вкусно. Следующие конфеты я назвала лимонные. Для них примерно на час в холодной воде замачиваю белый изюм без косточек и кешью. Воду сливаю и орехи с изюмом выкладываю в измельчитель. Добавляю цедру лимона и лимонный сок. Еще я решила добавить немного кардамона, но молотого кардамона под рукой не оказалось, был только целый. Коробочки кардамона аккуратно открываю и семена выкладываю в ступку. Тщательно растираю до состояния порошка. Кстати, коробочки кардамона можно не выбрасывать и использовать при приготовлении ароматнейшего кофе. Ну что ж, кардамон я растерла, добавляю щепотку к остальным ингредиентам. И при помощи измельчителя довожу смесь до максимально однородного состояния. При помощи 2 ложек формирую конфетки продолговатой формы. Раскладываю их на доске с бумагой для выпечки и убираю в морозилку примерно на полчаса. Застывшие конфеты со всех сторон покрою шоколадной глазурью. Просто обмакну их в растопленный шоколад. Сверху на каждую конфетку, пока шоколад не застыл, положу капельку лимонной цедры. Теперь лимонные конфеты должны выстояться в холодильнике хотя бы пару часов,
лучше оставить на ночь. Пожалуй, эти лимонные конфеты одни из моих фаворитов сегодня. Нежные и мягкие внутри и с потрясающим лимонным ароматом. Чем-то отдаленно напоминают конфеты цитрон, только в 1000 раз вкуснее и невероятней по текстуре. Ну что ж, двигаюсь дальше и готовлю домашние трюфели. Чернослив и финики без косточек заливаю горячей водой минимум на полчаса. Набухшие сухофрукты выкладываю в чашу комбайна. Добавляю к ним порошок какао и растопленное кокосовое масло, можно взять сливочное. Довожу все до однородного состояния. Руки смазываю кокосовым маслом, можно сделать также это сливочным. Беру немного массы для конфет и формирую трюфели. Сформированные конфеты выкладываю на пергамент для выпечки, чтобы они не прилипали к посуде. И убираю в холодильник настаиваться минимум на ночь. Готовые конфеты сверху посыпаю какао. По желанию можно их полностью обвалять в какао-порошке. Домашние трюфели из сухофруктов очень мягкие, нежные, кремообразные по текстуре. Конфетки достойны вашего внимания. Готовьте с удовольствием. И хочу вам показать еще один вариант конфет-трюфель. Основу для этих конфет готовлю на водяной бане. Вода в нижней кастрюле кипит совсем не сильно. Итак, нагреваю сливки и растапливаю в них шоколад. По сути, это ганаш. Смесь постоянно помешиваю, чтобы она получилась однородной. Ганаш густеет очень быстро. У меня на это ушло примерно 2 минуты. Как только ганаш загустел, огонь выключаю. Добавляю творожный сливочный сыр и хорошенько смесь вымешиваю. Смесь очень пластичная, очень удобно мешать ее силиконовой лопаткой. Дальше добавляю мед. Желательно, чтобы мед имел достаточно нейтральный вкус и не очень яркий, как, например, у гречишного. Продолжаю тщательно вымешивать основу для конфет. И теперь настала очередь еще одного ингредиента. Я добавляю сыр с голубой плесенью. Если у вас его нет или вы такой сыр не любите, просто изначально увеличьте объем сливочного творожного сыра. Смесь для конфет все еще теплая. Чтобы легко сформировать трюфели, убираю смесь в холодильник на 1,5 часа. Начинаю формировать конфеты. Отщипываю небольшой кусок пластичной холодной массы и разминаю ее. Внутрь каждой конфеты я решила положить свежую малину. По желанию внутрь можно положить любой орешек или вообще ничего не класть. Итак, аккуратно формирую конус, напоминающий конфету трюфель. Делать это совсем не сложно, потому что, еще раз повторюсь, масса очень пластичная. Сверху трюфели дополнительно решила украсить сушеной малиной. Украшать конфеты сверху или нет, решайте сами. А теперь главное дать трюфелям настояться в холодильнике минимум 12 часов. Смотрите, какое великолепие! Чудесная мягкая и сливочная текстура. И просто невероятное сочетание во вкусах. Горький шоколад, сочная сладкая малина и чуть островатый сыр. Кстати, если не скажете, то никто и не догадается, что эти конфеты сделаны из сыра. Следующая сладость – козинаки. Хорошо промытые и очищенные семечки выкладываю на разогретую сковородку. На среднем огне постоянно помешиваю, обсушиваю их и даже чуть-чуть обжариваю. Горячим семечкам сразу добавляю мед. Тщательно перемешиваю и выкладываю смесь на бумагу для выпечки. Можно использовать пищевую пленку. Формирую не толстый ровный пласт прямоугольной или квадратной формы. Закрываю сверху бумагой для выпечки и руками еще немного пласт утрамбовываю. Убираю в холодильник минимум на час. Осталось всего лишь острым ножом разделить козинаки на порционные кусочки, и можно угощаться вкуснейшей полезной сладостью. А теперь покажу вам невероятно простые и очень яркие конфетки. В чашу блендера насыпаю овсяные хлопья длительной варки и измельчаю их до состояния мелкой крупки. Дальше к овсяным хлопьям добавляю несколько фиников без косточек и замороженную черную смородину. Довожу массу до практически однородного состояния. Конфеты буду обваливать. Для этого смешиваю овсяные хлопья, также длительной варки, и мак. Из ягодной массы формирую конфеты в виде шариков. Аккуратно прокатываю их в смеси овсяных хлопьев и мака. Когда все конфеты готовы, выкладываю их на тарелку и убираю в холодильник минимум на 2 часа. Какие же они яркие, причем во всех отношениях. Аромат черной смородины витает вокруг вас. Яркий цвет просто притягивает, как магнит. Ну и, конечно же, вкус. Кто любит черную смородину, тот поймет. Конфеты эти очень сытные, прекрасно подойдут для перекуса. И, кстати, хотела вам напомнить, домашние сладости – это очень здорово и вкусно, но это достаточно калорийно. Будьте внимательны и здоровы!